Каждый, кто интересовался историей, слышал наверняка такие названия, как Аркаим, индоиранцы, арии, свастика. Все эти термины относятся больше всего и напрямую к культуре Синташта, расположившейся в современных степях Украины, России и Казахстана. Примерный центр ее приходился на Челябинскую область и пограничье России и Казахстана, откуда она широкой волной раскинулась на запад. Собственно, по притоку реки Тобол с названием Синташта эта культура и получила свое название. Еще раз напомню, что культура – это комплекс памятников сходного типа, которые позволяют отличать поселение одной группы людей от другой, когда мы изучаем народы до письменной эпохи. Мы не знаем, как они называли себя сами, и не узнаем уже никогда. Вероятнее всего, мы очень приблизительно понимаем и территорию их обитания, и судим только потому, что удалось найти методом дедукции и реконструкции. Но примерно знаем, что существовала группа людей сходного облика, языка и культуры, которым мы даем название по наиболее близкому памятнику, месту или реки, и далее изучаем ее уже как безымянный народ. Итак, культура Синташта охватывала 22 укрепленных города, практически крепости, даже по современным меркам на Южном Урале, где тогда был сухой и теплый климат. Широкие степи позволяли кормить многочисленные стада, перемещаться верхом на конях, а чаще на колесницах, которые и стали визитной карточкой народа Синташта. Наиболее известным поселением культуры, а вероятно и крупнейшим, был Аркаим. Это очень крупное поселение с прилегающими деревнями и могильниками, окруженное двумя земляными валами с проходами по сторонам света, а западные ворота были самыми большими и, вероятно, главными. Внутри города еще 2 кольца из насыпей защищают жилые кварталы. Интересно, конечно, от кого потребовалась такая мощная защита. Во времена Бронзового века самым грозным противником в этих местах была сама Синташта. Центральная улица была осушена крытым каналом. Зданович оценивает, что в поселении могло проживать примерно от 1500 до 2500 человек. И каждый дом в Аркаиме имел собственную мастерскую. Как правило, в ней выплавляли металл, а также ковали изделия из него. Пожалуй, можно утверждать, что Аркаим был, если не столицей, то одним из крупнейших поселений региона того времени. Однако в итоге Аркаим был сожжен и оставлен местными жителями. Причем, судя по всему, это их рук дело, сознательно и управляемо. По всей видимости, народ снялся с места и ушел искать другое для жизни, простившись со стариной таким способом. О чем намекают тексты Авесты, иранского сокровища истории ариев, что они были вынуждены пуститься в долгие странствия и покинуть родину из-за нашествия неких ледяных змей. Возможно, так они поэтически рассказали об изменении климата и похолодании, сделавшем степи невозможными для жизни. Тем более упадок Аркаима совпадает с появлением первых предположительно арийских групп в Индии и Иране. Сейчас же Аркаим – это раскрученный туристический бренд, зарабатывающий на эзотериках и просто доверчивых гражданах, но его туристическая легенда имеет мало общего с исторической. Соседняя с Аркаимом Синташта была и металлургическим, и оружейным центром, где массово производили оружие. Именно в Синташте, более мелкой и еще ранее покинутой, была найдена первая в мире боевая колесница. Археологические останки предполагают, что русские степи около 2000 года до нашей эры были очень жестоким местом, зоной постоянной войны, вероятно, между племенами индоевропейцев или неустановленными народами других групп. Более мелкие поселения образуют так называемую страну городов в рамках культуры Синташта. Сейчас их известно несколько десятков, и еще некоторое количество было затоплено в советские годы местным водохранилищем, от которого едва удалось отстоять и сам Аркаим. К сожалению, кроме Аркаима и Синташты, в других городищах никакие исследования не проводились. Однако известно, что в них была ливневая канализация, помещения для животных, кузнецы и склады, остатки плотин и запрут. Все они были населены людьми одного этноса и культуры, построены схожим способом и одинаковыми материалами. Самому молодому из них 3700 лет. Это возраст египетских пирамид. В отличие от ближневосточных городов, Синташта строили сразу как город, а не сначала деревни, которые бесконечно сливались в поселения, что делает их уникальными. Кем были эти люди?
Достоверно установлено, что предковой культурой Синташты является культура шнуровой керамики. Это мощная милитаризированная культура Западной и Средней Европы. Постепенно заняла северную часть Европы, дав начало преимущественно германским племенам. Именно с ней связывают нордический антропологический тип. На Востоке шнуровики превратились в фатьяновскую культуру, которая стала предковой для славян и балтов. Другая ветка их предков проживала в современной Южной России и Украине и именовалась ямной культурой. Это были виртуозные скотоводы, первые в мире освоившие молочное животноводство и удачно научившиеся употреблять в пищу сырое молоко. Ямники отличались крайней высокорослостью даже по современным меркам и, вероятно, являются до сих пор наиболее склонной к крупным габаритам популяции людей. А многочисленные лицевые травмы у обоих полов указывают или на распространение насилия в их обществе, или на практику кулачных боев. Итак, 3 потока европеоидов, 2 из которых ярко выраженные северные, а ямники некая смешанная, крайне архаичная галерея также европейских типов, отделилась от общей группы протоиндоевропейцев с востока, куда входили предки балтов, славян и германцев, и ушли на восток, в степи Южного Урала. Образование культуры Синташта стало пиком из независимости и дальнейшего образования уже индоиранцев. Их маркером стал гаплотип R1A-Z93, который до сих пор отличает индоиранских потомков среди прочих. Интересный момент, что протогреки некоторое время были южными соседями Синташты и переняли некоторые обычаи. Колесницы и гонки на них, конкурсы возничьих и певцов гимнов на знаковых событиях, языковые параллели, которые позволяли выделить в них даже особый греко-арийский пласт, который ранее предполагали появился из-за контактов с персами, однако это были куда более поздние времена. Затем они под влиянием каких-то веских причин уничтожают свои города, снимаются с мест и на повозках и колесницах уходят на восток и юг. Мотивация понятна. Учитывая, что это и так общность с высочайшим уровнем милитаризации, идти на запад значит попасть к таким же жестоким сородичам и отвоевывать себе место под солнцем. Восток и юг же представляли более благодатный климат и меньшую опасность. После 2500 года до нашей эры в евразийских степях начался период засухи, пик которого пришелся примерно на 2000 год. Ухудшившиеся природные условия должны были вызвать борьбу за пастбище, сопровождавшуюся военными столкновениями. Возможным отражением этой борьбы является Пепкинский могильник на Нижней Суре, северная граница абашевской культуры, сооруженный около 2200 года до нашей эры. Под общим курганом были погребены тела 28 молодых мужчин, из них 18 были обезглавлены. На многих костяках имелись следы нанесенных металлическими топорами ран, а также каменные наконечники стрел балановского типа. В этом бою, должно быть, участвовали несколько сотен воинов. Подобная обстановка помогает лучше понять последовавшую вскоре милитаризацию степных культур и миграцию. Неизвестно, сколько заняло странствие, и знали ли они вообще, куда нужно идти. Но повозка стала священным и ритуальным знаком. Ее рисовали на скалах их керамики. В форме повозок делали погребальные камеры, что логично, ведь именно повозка стала домом для многих поколений синташтинцев. И вот тут наступает период неоднозначности. На востоке, на Алтае и Казахстане появляется андроновская культура. Полный клон Синташты, только более богатый из-за близости рудников и более смешанный с монголоидными группами. Возможно, что какая-то часть Синташты пришла на Алтай, и ее устроили богатство его гор и мягкий климат степей вокруг. Они решили не идти дальше. Андроновцы получили огромную территорию, богатую золотом, медью и железом, и именно добыча руды той эпохи проложила путь русскому освоению Алтая, когда все оказалось открытым уже до них. Андроновская культура – единственная известная культура, в которой сочетаются культы двугорбого верблюда, коня, быка, овцы, при отсутствии культа свиньи, в которой известно раннее распространение конных колесниц, культ колесницы выделения сословия колесничьих воинов, в которой развит культ огня, в том числе домашнего очага, в которой умерших хоронят в могилах под курганами с оградой по обряду трупоположения или трупосожжения, в которой хозяйство носит комплексный земледельческо-скотоводческий характер с доминантой скотоводства. Иными словами, хозяйство, быт, социальный строй, ритуалы, верования носителей андроновской культуры полностью соответствуют картине, реконструируемой по языковым данным для индоиранцев, что дает основание признать андроновцев носителями индоиранской речи. Кузьмина.
откуда пришли индоарии. Из андроновской культуры затем выйдут киммерийцы, скифы и сарматы. Однако основная масса синташты идет дальше на юг, или же они делают передышку на Алтае, а уже оттуда устремляются южнее, в Среднюю Азию. И в Бактрии скоро появляются вооруженные многочисленные группы пришлого населения, а также расцветает ясская культура, генетические потомки все тех же великанов-любителей молока из культуры ямной. Попытки выдать их за местное население потерпели крах. В языке не находится остатков слов от какого-либо еще населения, кроме индоиранского. Значит, его либо не было вообще, либо оно не выжило. А затем почти одновременно индоиранские захватчики появляются в Пенджабе, в Мидии, в Малой Азии с царством Миттани. Где-то там создается Авеста и первые еще устные гимны Ригведы и Махабхараты. Рождается Заратуштра и пробует отвратить людей от языческих богов и священных животных в городищах Средней Азии и терпит полный крах. Вавилон фиксирует появление не просто конных людей, а колесничих, которые управляют ими без рук. Еще на Урале, в Синташте, были найдены приспособления для вожжей, которые крепились к специальному поясу возничего. Он управлял конем, поворачивая корпус, и его руки оставались свободными. Он стрелял из лука, бросал короткие копья во врага, использовал бронзовый топор или дубину. Такая джигитовка бронзового века поражала современников. Дальнейшее известно. В Иране синташтинцы остаются и создают сначала Мидию, а затем персидскую державу, принимают зороастризм и провозглашают прежних богов демонами и преследуют поклоняющихся им. Оттого их родичи из Средней Азии сближаются с андроновцами, остаются в рамках своего обычного быта кочевников и приобретают экзоним Туран. А на юге небольшая группа индоиранцев захватывает дравидийские царства Индии, устанавливает там военную диктатуру и расовый апартеид, но зато фиксирует свой язык и священные тексты в неизменном виде, благодаря чему мы не можем узнать их историю. Сначала они отмежевываются от иранцев с их зороастризмом, оказываясь еретиками, а затем создают сначала индуизм, а затем буддизм, и их дороги расходятся окончательно. Однако у всех этих народов сохраняется почтение к лошади, к корове, к воинскому сословию и войне, к солнцу, к свастике, как солярном символе. У них общие мифы и боги со сходными именами. Пишите в комментариях, хотите ли еще рассказа о культурах прошлого. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.